Ахой, комрады! Доброго времени суток, с вами Муромец, и сейчас мы поговорим о новом фильме, который является продолжением старого под названием «Лучшее оружие». Ну или, как его окрестили наши локализаторы, «Топ Ган Мэверик». Жамкайте по кнопкам под видео и погнали! Первый фильм запомнился мне из детства одной лишь сценой. Как главный герой на F-14 убегает от преследования и резко сбрасывает скорость будто от ручного тормоза, заходя офигевшему от нарушения законов физики пилоту Мига в тыл. Этот момент потом очень ловко обыграли в фильме «Горячие головы», наглядно показав неграмотным людям, что такие маневры нереальны, я бы даже сказал, нереально смешны. Кто не знает, первые «Горячие головы» — это пародия на Топ Ган, а то мало ли что. К чему я это? К тому, что создатели нового фильма решили возвести этот маневр в абсолют, так как теперь есть такая фигура высшего пилотажа, как Кобра. Первый фильм снимался в 1986 году, и такого понятия, как Кобра, еще не существовало. И если верить самому неангажированному информационному ресурсу, а именно педевики, то об этом маневре заговорили только в 90-е, после его исполнения нашим летчикам на Су-27. Ну и там же, на этом ресурсе, список самолетов, которые могут его исполнить, и в котором нет F-14. Ну, то есть, оправдание вроде бы есть, а в то же время и нет. Но создателям фильма и так сойдет. Они начали его пихать чуть ли не в каждом кадре самолетных маневров. И все смотрелось нормально, пока они летали на F-18. Он таки в списке есть, но в конце фильма главный герой опять садится в F-14 и снова кринжует, как старые добрые. Реквестую очередные горячие головы, как пародию на этот фильм. Будет сочно. По самому фильму. Если бы я был глупым американским мальчишкой-раздолбаем, то после такой лютой пропаганды родной ВВС я бы побежал записываться в летчики. Тут создатели фильма отработали деньги ВПК на славу. Они не стали изобретать велосипед и взяли самые удачные сценарные ходы, которые использовались в других фильмах. Вначале нам показывают главного героя-раздолбая, который спускает в трубу миллионы долларов налогоплательщиков ради забавы, разбив экспериментальный самолет. Потом ему дают последний шанс и отправляют на задание, вокруг которого вертится сюжет всего фильма. Задание следующее. Звеном X-вингов нужно пролететь по желобу звезды смерти и точным выстрелом попасть в маленькую шахту бомбы, которая взорвет ядерный реактор. Ой, стойте, это был другой фильм, хотя... Если заменить X-винги на F-18, звезду смерти на землю, желоб на овраг, совсем же другой фильм получается. Наверное, так рассуждали сценаристы. А вначале не будем показывать дроидов, блуждающих по пустыне, пусть главный герой морально уничтожает рекрутов полфильма на тренировках, заставляя выполнять задачу, в выполнении которой никто не верит. Вместо того, чтобы самому продемонстрировать, как надо делать, он раз за разом унижал новобранцев, пока руководству это не надоело, и оно его не отстранило. И лишь после этого, нарушая опять же приказы, он демонстрацию таки проводит. Глядя на такое, начальство мудро порешило, мол, сам туда и лети, выпендрежник. В ходе операции юный подаван Оби-Вана не стал полагаться на оборудование и воспользовался силой, чтобы попасть бомбой в маленькое отверстие шахты. Ой, опять не тот фильм, хотя какая разница, никто все равно не заметит, тот фильм был супер успешным, и этот будет. Ну а в конце самая мякотка, все происходит на территории неназванной страны, однако техника там почему-то российская, начиная от вертолета, который не может прострелить дерево, заканчивая самолетом пятого поколения Су-57. Что не иллюзорно так намекает, против кого воюют современные джедаи. Но к чему это я? Герои, потеряв два самолета F-18, пересели на заботливо подготовленный противником для них F-14. Угон за 60 секунд в стиле побега из тюрьмы в фильме «Идиократия». Кто смотрел, тот поймет.
И как бы вот она мякотка, мы лицезреем воздушный бой трех современных Су-57 против допотопного F-14. Ну и не надо быть предсказателем, чтобы понять, чем этот бой закончился. И нет, разумные вы мои, F-14 остался целым и невредимым, его бы разнесли только в реальности, а в голливудских фильмах другие законы и точно не здравого смысла. Герои побеждают в неравном бою, на последних кадрах видно, что им достались лучшие женщины, титры, занавес, хэппи-энд. В общем, что я хочу сказать. Несмотря на удивительное сходство нынешнего фильма со «Звездными войнами», смотрится он очень глупым и вызывает много вопросов у здравомыслящих людей, которые дружат с логикой. Почему так? Ответ простой. У первого фильма по «Звездным войнам» был откровенно слабый сценарий. Это даже создатели признают. Но при этом сказочно-фантастический сеттинг, в котором любая фантазия могла быть возможной. Ну и Харрисон Форд, который давился смехом от нелепых диалогов, от чего и запомнился в фильме своей хитрой кривой ухмылкой. В новом Топ Гане авторы не имели права на свои фантазии, так как сеттинг подразумевает реализм. А им тут и не пахнет. Но опять же, если бы я был тупым малолетним дебилом, я бы восхитился и пошел записываться в ВВС. Поэтому для своей аудитории фильм, скорее всего, зайдет на ура. А тем, кто умеет думать своей головой, ну, на разок, на поржать. Спасибо за нажатые кнопочки под видео, подрубайтесь к соцсетям, Дискорд из них самый живой, если посмотрели фильм, можно обсудить его в комментариях, за сим откланиваюсь, пишите, чтобы такого посмотреть, чтобы кровь из глаз не текла, буду благодарен. Всем добра, всем пока, надеюсь еще услышимся.